Всем здравствуйте! Вот связала еще одного малыша. Это уже вот такой маленький брелочек из плюшевой пряжи. Сразу показываю по сантиметрам, что он маленький. Вот если от ушек и до ножек 10 сантиметров. Помещается вот в руке. Игрушка небольшая. Вязать ее очень легко, быстро и экономично по пряже. Рассказываю. Вяжем, вот начинаем снизу, вывязываем ножки, далее вяжем ручки и получается вот такое готовое туловище с ножками и ручками. Отдельно вывязываем голову, начинаем вязать вот цветом тела, далее переходим на цвет из капюшона. Мы вывязываем капюшон, и это уже готовая голова. Не так, что отдельно вяжем голову, вставляем в капюшон. Нет. Здесь идет смена пряжи. И вот смену пряжи делаем такую обвязку капюшона. Отдельно вывязываем ушки, они пришиваются. Голова пришивается к туловищу. И вот оформляем такую мордашку. Одеваем карабин и брелок готов. По расходу пряжи здесь тоже очень мало уходит пряжи. И связать тоже можно быстро такую игрушку. Давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для игрушки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И вязать буду крючком 4 миллиметра. Начинаем вязать основным цветом, вяжем туловище. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Сделали 8 прибавок и в конце второго ряда 16 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду вывязываем ножки. 1 столбик, 2, 3, 4, 5 не до конца. Берем цвет тела и завершаем цветом тела. Вывязываем первую ножку, 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. И переходим на цвет одежды, цвет меха. Теперь 3 столбика без накида. 1, 2, 3 не до конца. Вывязываем вторую ножку. 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3, 4. Переходим на цвет меха и довязываем до конца ряда столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без изменения 16 столбиков.
Эта пряжа нам пока не понадобится. Ее отрезаем. Эти хвостики завязываем на 2 узелка. Четвертый ряд вяжем 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И еще 5 и 6 ряды тоже провязываем по 16 столбиков. Переходим на 7 ряд. Здесь будем вывязывать ручки. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков. Теперь вывязываем ручку. Вы смотрите по своей плотности вязания. Может, нужно провязать на 1 столбик больше или меньше. Провязываем 4 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка ввязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Теперь соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали. Далее 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вывязываем вторую ручку. 4 воздушных петли. 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида. 1, 2 и 3. Соединительная петля в сам столбик. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без изменения 16 столбиков. Теперь можно взять наполнитель и наполнить все наполнителем. Довязываем 8 ряд. 2 столбика. 1, 2. Оденем маркер и убавка. Так повторяем 4 раза. В конце 8 ряда получится 12 столбиков. Когда довязали ряд, то оставили нить для пришивания. Дополнили еще наполнителем. И сейчас делаем ручки. Присоединяем к ручкам цвет тела. Делаем 2 воздушных петли и соединительная петля. Вот получается такая ручка. Ниточку эту отрезаем. Ниточку достали. И вот с ниточки убираем весь мех. Здесь делаем немного короче. Так, все снимаем. И теперь эти 2 хвостика завязываем. Так, на узелочки. И потом эту ниточку можно спрятать дальше вот в руку. И теперь они тоненькие, здесь можно спрятать. Теперь вяжем голову.
Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую тоже столбик без накида. В последнюю ввязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, вяжем по обратной стороне, провязываем 1 столбик без накида и в последнюю прибавка. В первом ряду получилось 8 столбиков. Переходим на второй ряд. Провязываем прибавку в первый столбик. Далее 1 столбик, 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья. 1 столбик, 2 прибавки подряд. Первая и вторая. Получилось во втором ряду 14 столбиков. Вяжем третий ряд. 1 столбик, прибавка, 1 столбик. Теперь 3 раза повторяем 1 столбик и прибавка. Столбик, прибавка 1 раз, столбик, прибавка 2 раз, столбик, прибавка 3 раз. 1 столбик, 2 раза повторяем столбик и прибавка. 1 столбик, прибавка. И второй раз 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда 20 столбиков. Последний столбик распустим немного. Меняем на цвет меха. И четвертый ряд вяжем 20 столбиков, привязываем за заднюю стенку. Так, довязываем до конца ряда. Эту ниточку отрезаем и связываем их на 2 узелка. И завершаем четвертый ряд. Пятый ряд тоже вяжем 20 столбиков. Шестой ряд вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Второй раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. Получилось 18 столбиков. Теперь вяжем 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз и в конце 7 ряда 12 столбиков. Наполнили наполнителем и 8 ряд. 6 убавлений подряд. Довязываем так до конца ряда.
Теперь прячем дырочку, как всегда, за передние стенки каждого столбика. Доходим до того места, с которого начинали. Ниточку затянули и запрятали. Вот получилась такая овальная голова. Теперь сделаем обвязку. Вот здесь у нас остались передние стенки. Берем пряжу, присоединяемся. И провязываем соединительными столбиками. Вяжем свободно, чтобы не было стянутым вязание. Если вам неудобно вязать основным крючком, четверкой, слишком плотно, возьмите немного побольше крючок. И вот делаем такую обвязку. Вот получилась такая голова с обвязкой. Теперь свяжем ушки. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида. 1, 2 и 3. В последнюю воздушную петлю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание, ввязываем этот хвостик и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Ниточку оставляем для пришивания. Эту ниточку ввязали, можем отрезать. И теперь вышьем серединку. Вот взяли цвет тела. Внизу так вот прокалываю. Оставляю тоже небольшой хвостик. Вверх. Здесь под столбики, вот в серединку столбиков. Ниточку так протянули. И опускаемся вниз. Вышили такую серединку. Эти можно так завязать хвостики на 2 узелка. И потом мы их еще спрячем в серединку изделия, когда пришьем ушки. Сейчас так зафиксируем. И вот получаются такие ушки. Взяли голову, вот такой овальчик. Берем ушко, прикладываем и пришиваем ушки. Так, за столбики на ушках, теперь за голову, снова столбики на ушках. Теперь или делаем узелок и прячем вовнутрь изделия, или привязываем, пришиваем второе ушко. И вот эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. Эти узелки тоже вот так прячем вовнутрь, чтобы их не было видно сзади. Вот получилась такая голова уже с пришитыми ушками. Теперь берем черную пряжу. У меня это джинс Ярнард, полухлопковая пряжа. И будем вышивать глазки. Я здесь оставляю небольшой хвостик для того, чтобы можно было
связать потом на 2 узелка. Так, вышиваем один глазик. Переходим, вышиваем с другой стороны точно такой же глазик. Сделала 2 маленьких стежка, вышила вот такой носик. И теперь вышиваем улыбочку. Делаем вот так. И здесь, чтобы улыбочка никуда у нас не убежала, не соскользнула, вот ее так фиксируем. Вот так. Теперь эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. Теперь будем пришивать 2 детали. Так, прикладываем. И теперь вот за столбики на голове ниточку так подтянули. За столбики на туловище. Снова на голове, на туловище. И вот так пришиваем по кругу. Когда останется небольшая дырочка, еще берем наполнитель, дозаполняем, делаем закрепку и прячем эту нитку. И вот одели карабин, и игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!